Две чудовищные трагедии произошли на юго-западе России. 2 августа в Белгородской области от атаки беспилотника погибла 13-летняя девочка и серьезно пострадали две младшеклассницы. На следующий же день украинский дрон рухнул на пляж в Геленджике, погибли 4 детей и 4 взрослых. Десятки человек получили ранения. В начале видеозаписи отчетливо слышны выстрелы из автоматического оружия. Зрители, в зависимости от занятой позиции, воспринимают это страшное видео совершенно по-разному. Одни скажут, что беспилотник явно летел по военной цели и упал на гражданских из-за огневого воздействия с земли. А значит, в смертях виновато российское ПВО. Другие заявят, что украинский дрон был заведомо нацелен на мирных отдыхающих. Зенитчики же пытались их спасти, но не смогли. А значит, при такой интерпретации увиденного ВСУ виновны в военном преступлении. Каждая трагедия, подобная этой, порождает дискуссии о том, какие действия следует квалифицировать как военные преступления, а какие нет. Такие разговоры сейчас стали особенно популярны. Какой-то теоретический смысл в них, наверное, есть, но нет никакого практического значения. На реальность они не влияют никак. Если же речь заходит о некоем справедливом возмездии, то влияние получается отрицательное, ведь такая риторика работает только на увеличение числа жертв с обеих сторон. Это важная тема, и сегодня мы ее обсудим. Сначала только напомню, что вы можете анонимно нам прислать снятые вами видео или любую другую информацию о происходящем в стране, на темы, на которые мы тут говорим. Недавно, например, нам прислали листовки, в которых медиков зазывают подписать некий уникальный контракт и пойти на фронт. Мы об этом еще ролики сделаем. Подобная информация, особенно о способах затащить людей в армию, очень полезна. Ну и видео всякие тоже можно присылать. Важных событий. Ссылку, куда подобное можно прислать, можно найти в описании. Еще вы, как обычно, найдете подробную инструкцию с разными способами, как обойти российские блокировки интернета. Никакой удар по гражданским, ни случайный, ни предумышленный, не является событием, изолированным от общего контекста. А контекст таков. 4,5 года идет крупнейшая война в Европе после Второй мировой. Воюют два крупнейших государства на континенте. И воюют далеко не в формате поединка профессиональных княжеских дружин. Две массовые армии, под 1 миллион человек каждая, ежедневно запускают в небо тысячи тонн смертоносного металла и взрывчатки. Снаряды, ракеты, мины и беспилотники всех типов. Математически невозможно избежать недолетов, перелетов и ошибочных ударов по неверно выбранным целям. При этом и отсутствие целенаправленных ударов по гражданским с точки зрения математики и статистики тоже невозможно. Последнее утверждение звучит контринтуитивно. Казалось бы, Верховное командование может издать приказ войскам мирных людей не трогать, международное право не нарушать. В действительности же, ни в 20, ни в 21 веке не было ни одного по-настоящему крупного вооруженного конфликта, в котором армиям удавалось воздержаться от военных преступлений. На большой войне набор солдат в массовую армию – это прямая противоположность найму людей на любую гражданскую специальность. На гражданке у отдела кадров стоит задача отобрать лучших, а профнепригодных отсеять. Чтобы получить должность, например, водителя автобуса, нужно пройти довольно строгий профотбор, который может включать серьезные психологические тесты. Автобусный парк должен быть уверен, что может вверить конкретному соискателю жизнь пассажиров. Во многих странах гласно или негласно действует принцип: если в жизни водителя произошла личная драма, его не следует выпускать на маршрут, лучше дать ему дополнительный отпуск. И это водители автобусов. Что ж говорить о машинистах, пилотах или любых людях, которые работают с опасными для жизни веществами или предметами. Во время полномасштабной войны же у военкоматов все иначе. Нужно набрать как можно больше людей, срочно и во много раз увеличить численность вооруженных сил. И постоянно набирать новых солдат, чтобы компенсировать боевые потери. Никакая воюющая армия, в отличие от армии мирного времени, не станет требовать справку об отсутствии судимости и справку от психолога. Людям, которые в мирной обстановке не получили бы разрешения даже на травматический пистолет, в условиях войны дают управлять танками, артиллерийскими орудиями и беспилотниками. Если же у кого-то из солдат и командиров в результате вражеского удара погиб родственник, никто не станет отстранять его на этом основании от службы. Мол, дадим ему длительный отпуск, чтобы он не нарушил на горячую голову обычаи и правила ведения войны.
В обстоятельствах полномасштабного вооруженного конфликта такое не может позволить себе ни одна армия на планете. Летом 23 года Киевский институт социологии опубликовал пугающую статистику. На тот момент у 78% украинских граждан был близкий родственник или друг, который получил ранение или погиб на войне. Сейчас лето 26-го, и скорее всего это число возросло до ровных 100%. У каждого военнослужащего ВСУ есть большой личный счет к России. У всех есть родные, кто каждую зиму замерзает в собственном доме, сидит без света и воды, не может поднять до своей квартиры продукты, потому что не работает лифт. Математика неумолима. Если хотя бы у одного из 100 украинских военнослужащих на 5-й год войны сорвало резьбу, это уже тысячи травмированных людей, которые жаждут мести и имеют все возможности, чтобы эту месть реализовать. По международным законам никто не имеет права отвечать военным преступлениям на военные преступления. Но это чистая теория, которая не влияет на действительность. В каких-то локальных конфликтах, где действуют ограниченные контингенты, воюющие стороны еще могут как-то соблюдать определенные политесы, да и то подобное происходит редко. А большая война с участием миллионов – это стихия, которую не ограничить и не загнать в рамки никакими бумажками. Еженедельно обвинительные речи произносит Мария Захарова. МИД России регулярно публикует статистику и формирует объемные доклады о российских мирных гражданах, которые гибнут и получают тяжелые увечья на этой войне. И постоянно требует реакции от иностранных держав. Но вот только непонятно, какой именно реакции МИД от них ждет. Если министерство Лаврова добивается, чтобы весь мир начал заламывать руки, похоже, именно на то и расчет, то смысла в такой активности ноль. Плюс-минус весь мир, от Дональда Трампа до Касыма-Жомарта Токаева, предлагает не бесполезную эмоциональную реакцию, а прагматичное решение – скорейшую заморозку войны. То же самое предлагает и Владимир Зеленский, который недавно еще раз переподтвердил, что готов остановить боевые действия на нынешней линии фронта. Это самый простой и быстрый способ прекратить гибель людей здесь и сейчас, в том числе и гибель граждан России тоже. Российская армия не пытается еще что-то захватить. Украинские войска не пытаются отбить утраченные территории. И линия боевого соприкосновения становится фактической границей между сторонами. Начинаются переговоры. Оба государства признают, что при жизни нынешнего поколения уже ни о чем толком не договорятся, потому что масштаб страданий и разрушений слишком велик. Но также признают, что 25 лет заведомо бессмысленных переговоров все равно гораздо лучше, чем еще хотя бы 25 минут совершенно бессмысленной войны, в которой никто не сдастся и никто не победит. Такой подход прагматичен, поскольку заменяет вопрос «кто виноват» на вопрос «что делать?» и дает ответ – замораживать войну. Начиная с 25 года уже никто не рассуждает в категориях, как бы наказать Владимира Путина за военную агрессию. 1,5 года как подход сменился, ему предлагают exit strategy, то есть стратегию выхода из войны, которая дает возможность Путину сохранить лицо. Мир уже принял как данность. Главу ядерной державы, к сожалению, наказать за начало войны невозможно. Значит, нужно поощрить за ее окончание. Это несправедливо, но эффективно. В условиях, когда справедливый мир недостижим, и Украина, и страны Запада согласны на мир несправедливый. Украинская сторона прямым текстом заявляет об отказе от попыток вернуть военным путем свои международно признанные территории, при условии, если Путин согласится на заморозку. Российскому МИДу и лично Владимиру Путину нет никакого смысла требовать от международного сообщества реакции на украинские удары, когда все на свете знают, у Путина есть опция эти удары закончить, и все боевые действия закончить тоже одним днем. Только от него зависит, будут ли завтра украинцы и россияне убивать друг друга. Если же Путин отказывается от максимально комфортной стратегии выхода, то любые дальнейшие возгласы про украинских нацистов и злодеяния кровавой киевской хунты – это просто крики в пустоту. Владимир Путин прекрасно понимает, что большая война – это не игра в шахматы со строгим судейством, а плохо управляемая стихия. Например, ему лично пришлось признать, что российское ПВО подбило азербайджанский авиалайнер с пассажирами на борту. Было ли у российской армии намерение стрелять по гражданскому самолету? Конечно, нет, но трагедия случилась. Аналогичным образом у российских воздушно-космических сил нет приказа бомбить Белгородскую область. Никто из российских летчиков не хотел сбрасывать бомбы ни на Белгород, ни на школу в селе Быковка. Но на тысячи боевых вылетов приходятся десятки так называемых нештатных сходов боеприпаса.
Часть из них даже вполне честно признают местные власти. Однако армия не несет за такие инциденты никакой ответственности, так как в условиях полномасштабной войны определенный процент нештатных сходов, промахов и ударов по своим считается допустимым. Вернемся к трагедии в Геленджике, где украинский дрон убил детей и взрослых. На такое событие может быть две реакции. Адекватная. Осознать, насколько далеко зашла война, и остановить боевые действия, чтобы эта трагедия стала последней. Но можно поступить иначе, в стиле Путина и Пескова. Объявить, что украинские нацисты совершили очередной теракт, который, мол, лишний раз подтверждает необходимость с этими нацистами воевать. Я, если что, не передергиваю. У официального Кремля риторика из раза в раз именно такая. Любая трагедия, случившаяся после 22 года, используется как обоснование. Вот, мол, поэтому мы с ними и воюем. И к чему такая риторика приводит? Получается замкнутый круг. Путин продолжает воевать, а сама война постоянно генерирует новые поводы ее продолжать. Пока идут боевые действия, всегда будет за что и за кого отомстить. И, соответственно, продолжать боевые действия. Ужас ситуации в том, что Путина бесконечная эта круговерть более чем устраивает. Движуха. Так, украинский удар по колледжу в Старобельске для Путина стал моментом триумфа. Что символично, погибшие студентки были жительницами Луганской области. У них были одновременно и российские, и украинские паспорта. Другой президент, желающий остановить кровопролитие, ценящий человеческие жизни, мог бы воспользоваться этим случаем, чтобы обосновать остановку боевых действий. Но Путин заявил, что после Старобельска война должна перейти в новое качество и стать еще более интенсивной. Что же это означает на практике? Закон больших чисел не знает пощады, поэтому аналогичная катастрофа точно повторится вновь. И не раз. В украинской армии служит около 1 миллиона человек. Рано или поздно кто-то ошибется. У кого-то в голове что-то перемкнет. Или боеприпас сбитый упадет туда, куда не планировали. И снова погибнет много мирных людей. Никакие возгласы про бандеровцев и нацистский режим людей не воскресят. Только наоборот, приведут к новым жертвам. Российские ракеты, снаряды и авиабомбы каждый день убивают жителей украинских городов и сел. Летят по жилым многоэтажкам и по людным улицам. Совсем недавно российская ракета попала в дом многодетной семьи Вороновых, где воспитывались 10 детей. За 1 секунду погибла половина этой семьи, включая обоих родителей. О чем не рассказала ни одно зарегистрированное в России СМИ. За исключением тех пропагандистов, которые уж совсем ничего не стесняются, большинство провластных спикеров ничего не говорят о гибели мирных жителей в Украине. В это время российская армия уничтожает вместе с людьми целые кварталы и районы, а в случае Донбасса целые города, даже десятки городов. Те самые русскоязычные, которые Путин собирался освободить от каких-то угнетений и притеснений. Последние жители Дружковки, Славянска и Краматорска живут в ежедневном аду, поскольку снаряды и авиабомбы добивают уже и до них. О чем эти люди рассказывают в Инстаграме и Ютубе на чистейшем русском языке. Краматорск, центр города. В Херсоне, который вроде как вписан в Конституцию и объявлен российским городом, российские же дроноводы устраивают сафари на водителей и пешеходов. О чем известно, потому что они сами же постоянно и хвастаются результатами своей охоты. Факт в том, что мирных украинских граждан на этой войне гибнет не в разы, а на порядки больше, чем российских граждан. Но я намеренно говорю об этом не в начале выпуска, а в конце. Потому что само по себе такое сравнение ничего не дает. Оно даже не работает как аргумент в каком-нибудь споре. Важнее другое. Перебрасываться обвинениями можно бесконечно долго, а гибель людей с обеих сторон можно прекратить в любой момент. Упирается все
в решении Владимира Путина, который войну эту и начал. В завершении я хотел бы рассказать об инициативе российского журналиста, сооснователя «Новой газеты» и лауреата Нобелевской премии Дмитрия Муратова. Он написал обращение к Путину и Зеленскому с призывом установить режим взаимного прекращения огня для эвакуации с поля боя раненых и тел убитых солдат. Если прекратить огонь, хотя бы для такой прикладной задачи, то уже будет большой шаг к миру. Потому что не важно, с какой целью остановлена стрельба, важно, что потом ее можно не возобновлять. Подписать это обращение может каждый. Ссылка в закрепленном комментарии. До завтра.